Привет! С вами Рараку. Давно не слышались. Сегодня мы опять украшаем новый скетчбук всякими наклейками. Если что, старый скетчбук еще не закончился, поэтому обзор на него пока не будет. Да и вряд ли когда-нибудь будет. Может, если будет какая-то сборная солянка, то я покажу, что там намалевала. Дело в том, что старый скетчбук меня не особо устраивал из-за того, что он большой. Знаете, я всю жизнь рисовала на формате А5. Да, мой предыдущий скетчбук формата А5, если что. И как-то я начала замечать, что я разленилась, и у меня стало совсем мало времени, желания, все, что можно придумать вообще, честно говоря. Просто не осталось во мне жизни для того, чтобы заполнять полностью разворот на скетчбуке А5. Поэтому как-то я решила поэкспериментировать. Купила себе скетчбук формата 9х14. То есть это такой узенький скетчбук, маленький. Этот эксперимент, кстати, был совмещен с тем, что у меня была небольшая поездочка в другую страну. И мне просто почему-то показалось, что будет неплохо, если я возьму скетчбук в поездку и буду в нем рисовать все это время. На самом деле в поездках вообще особо не разрисуешься. Да и кроме той поездки я больше никуда не ездила и не собираюсь. Так что он мне особо не пригодился, и он был неудобный. Просто потому, что он узкий и маленький. Туда ничего не влезало. И как бы я ни старалась, у меня просто никогда не просыпалось желание в нем порисовать. Так что мне неудобно ни на формате А5, ни на формате маленьком. А вот этот, который я сейчас украшаю, довольно неплох. Пока что. Как оказалось, в основном коллекция моих наклеек состоит из стикеров с куроми. Я ничего не могу с этим поделать, простите, мои руки сами тянутся к этому. Если когда-нибудь наклейки можно будет конвертировать в валюту, я стану миллионером. Если на чистую воду говорить, то я бы занималась украшением обложек всю свою жизнь. Зачем рисовать скетчбуки, если можно просто его украсить? Я уже заранее, когда украшала обложку этого скетчбука, я представляла, как украшаю заднюю часть этого скетчбука или конечные страницы. Это приносит мне просто какое-то такое удовольствие, знаете. То есть ты просто клеишь наклейки, и выходит красивая вещь. Вау! Это называется коллаж. Самое интересное, что мое желание собирать наклейки длится с детства. У меня была конкретная такая пауза в подростковом периоде, когда у меня просто не было денег на наклейки, окей. То есть там, в первых классах мне давали деньги на еду, на что-нибудь еще. Не, ладно, окей, давайте не придуриваться. Мне давали деньги на еду, я тратила эти деньги в канцтоварах на наклейки с котами, с Винкс, с Monster High, с чем только можно придумать. Просто мне нравилось это дело. Я клеила это все на... Знаете, были вот эти вот альбомы для дисков.
Я не уверена, что они так же называются. Буквально я работаю в этой сфере, но я не знаю, как это называется. Все, закроем тему. Просто я клеила туда наклейки, чтобы потом их оттуда доставать. Но спойлер, я никогда их оттуда не доставала. Я их не отклеила и не клеила куда-то еще. Просто я хранила их в этом альбоме, и мне было просто приятно от того, что они там были. Сейчас я вернулась к этому же самому. Но сейчас у меня не особо хватает времени на то, чтобы расклеивать что-то такое по альбомам. У меня в целом нет альбомов. У меня есть маленькие визитницы, которые я купила на своей работе. Я обклеила их уже почти все. Но нет времени на новые наклейки, которые я покупаю, чтобы заклеить их в те же визитницы. То есть я их просто покупаю, они хранятся у меня на полке, я их никуда не клею, буквально я просто их собираю. Я не придумала переход от темы к теме. Но давайте я сразу просто перейду к другой теме. Знаете, на улице сейчас холодно. Вы, наверное, уже заметили, что с деревьев падают какие-то желтые листья. Под ногами развелось болото. Выходишь на улицу, и у тебя уже с носа что-то капает, и руки отмерзают насмерть. Да, сейчас середина осени. Вау! А это значит, что скоро будет Хэллоуин. А из этого вытекает мои первые страницы в этом скетчбуке. Я посчитала, что будет иронично, что в таком милом, маленьком, крошечном, хорошеньком, таком миленьком скетчбуке первые страницы будут посвящены какой-то жести, мясу и так далее. Но самого мяса, естественно, не будет, просто жестячок, да. Я поклонник фильма «Пила». Да. Первым частям 5. Первые части 5. Но самая любимая моя часть — это первая, естественно. Даже несмотря на то, что в следующих частях появляется Костас Менделер. Sorry. С тех пор, как я посмотрела этот фильм, когда мне было лет 13, я потеряла нить повествования, подождите. С тех пор, как я посмотрела этот фильм впервые, когда мне было 13 лет, я каждый год или два пересматриваю какую-нибудь из частей этого фильма. Как бы я ни хотела сказать, что я не видела новые части «Пилы», у меня не получится, это ложь. Я это все видела, и мне это все не нравится. Это чисто выкачка денег, это мое мнение, имхо. Я вообще, на самом деле, знаете, любитель крепоты. Почему я сейчас вспомнила вообще о фильме «Пила»? Потому что у меня сейчас такой расклад дел, что я и работаю, и учусь. И на работе у меня подготовка к Хэллоуину, а на учебе у меня сдача курсовой по теме монтаж видео или что-то около того. И у меня тема, в общем-то, трейлер какого-либо фильма. Я выбрала «Пилу». Просто потому что хороший фильм. Потому что я его люблю, потому что он один из моих любимых. Но на первом месте всегда «Молчание ягнят». В общем, да, перепросмотр этого фильма для того, чтобы воссоздать, воплотить трейлер к этому фильму, просто навеял мне желание порисовать что-нибудь оттуда. А в связи с моей профдеформацией у меня сейчас дома очень-очень много материалов для рисования, но я все равно выбрала карандаш для первого разворота. Это ли не иронично?
А еще такая забавная тема, я никогда в жизни не пользовалась растушевкой, это мой первый раз. И знаете, мне нравится. Раньше у меня случайным образом получалось растушевывать свои картины, потому что я касалась их пальцами. Но когда это делается специально и с умом, это выглядит даже приятно. А еще я посмотрела на цены фиксатива для мягких материалов и ужаснулась. И сходила просто в АТБ, купила лак для волос. Ребята, ни в коем случае не усложняйте себе жизнь. Делайте как по кайфу. Не знаю, как после фиксатива, но после спрея для волос в комнате еще часа 3 стоит жуткий запах старухи и заспиртованных пальцев. На этом мой архив обрывается. Спасибо всем за просмотр. Хорошего дня!